Всем привет! Сегодня у нас очень необычное видео, потому что я в Харькове, на природе, сзади речка. И что же я буду делать? Я буду готовить кушуры. Я тут начала учиться готовить кушуры. То есть сегодня я, значит, довожу тесто, мне муж говорит, поехали на природу с ночевкой. Я говорю, ну ладно, буду кушуры жарить на улице. Ну и думаю, запишу для вас видео. Всем, кто не знает, меня зовут Настя, я живу со своей семьей в Монголии уже 2-й год и снимаю видео. Так, сяду. Я, значит, здесь телефон смотрю на себя. У меня здесь экран отображается, то, что камера записывает. У меня есть тесто. Я его замешивала дома в тестомесе. И для теста на хушуре я взяла 1 килограмм муки. Теплой воды я взяла 650 миллилитров где-то примерно. И 1 чайная ложка соли. Потихоньку воду добавляем. И будем смотреть, если надо, я еще добавлю воды, либо уже муки. Я еще положила 2 столовые ложки муки. Я думаю, этого достаточно, потому что сейчас я тесто уберу в пакет, и оно еще станет еще мягче. В тесте что главное? Чтобы сильно не забить тесто мукой. Поэтому надо очень осторожно добавлять муку. Сейчас вам покажу, какое тесто. В принципе, к рукам уже оно не прилипает. Еще это сверху немножко будет смазываться маслом. Поэтому я считаю, что тесто получилось отличным. Убираем в пакет. Всегда, что бы я ни делала, после замешивания тесто всегда идет в пакет и в полотенце. И даем ему отдохнуть. Минут 20 минимум. Масло растительное в стаканчик налила, фарш. Фарш у меня немного, но я думаю, нам хватит поесть. Полотенчика, скалка. Скалка это моей еще прабабушки. Я ее с собой привезла. Все, здесь у меня чистенько, я стол помыла. Руки у меня тоже чистые. Я еще помою. С кушурами, конечно, немножко у меня проблематично. Мне так никто не показывал, как их лепить. Я все делаю сама. Посмотрела, по-моему, 2 ролика в ютубе. И что там у меня получалось. Вначале мне там не получалось, я психовала, но потом чуть-чуть приноровила. Как сделаю, так и будет. Самое главное, что это домашнее, вкусное, приготовлено своими руками. Все. Так, ну что, уже давайте начнем. Не очень, конечно, удобно, но ничего, в полевых условиях, в принципе, наоборот, классно. Необычный experience, как говорится, так, масло сюда подальше от телефона. Здесь я на себя буду смотреть. Я знаю, что меня смотрит много местных, поэтому, что хочу сказать, дельные советы я воспринимаю и слушаю. Если вы что-то видите, какие-то там неточности, лучше напишите, пожалуйста. Кстати, я с собой взяла муку, сейчас посмотрю, какое тесто. Смотрите. Я думаю, нормально. Сейчас его с маслом смажем. Давайте 3 сделаем. Все с собой из дома взяла. Так, забыла, с чего мы начинаем. Сделали мы шарики. Теперь мы шарик берем руками немножко, делаем в лепешку. Как бы, чтобы получилась лепешка. Фарш у меня, я до этого сама фарш делаю. Не помню, по-моему, у меня говядина здесь. Вот у меня лепка не получается. У меня почему-то... Я вот бузу не умею лепить. Еще тоже не пыталась. Все леплю. Пельмени, вареники, манты, все что хочешь. А вот бузу еще не леплю. Еще вот я из моей технологии приноровилась, я сразу расплющиваю потихоньку. Надеюсь, у меня сегодня все получится. Не хочется перед вами позориться. Тесто очень мягкое. На килограмм муки где-то у меня 650 воды. Можно было 600 немножко сделать.
И чайная ложка соли. Все, больше ничего здесь нет. Пакет. Ну, мы приехали, я его достала. Я делаю дугу и хушур. Видите, я начинки мало кладу. Почему-то вот у меня. Попробуем побольше. Сегодня как-то я, мне кажется, половчее делаю. Не знаю, сколько защипов надо. Мне главное, чтобы у меня все здесь вот закрыто было. Но, что хочу сказать, вот если сравнивать с чебуреком, чебурек жаришь, если у тебя, не дай бог, дырочка будет, все, соку начинает вытекать, и просто все масло, оно начинает стрелять. А вот с хушурами, кстати, не так. Даже там и дырочки были, я сначала психовала, потом думаю, да ладно, так пожарю. И с дырочками нормально, оно, кстати, даже не брызгало. Но когда я жарю чебуреки, я добавляю туда фарш-водичку, чтобы фарш такой был посочнее, да? А тут получается, что я... Комары кусают. А тут получается, что я воду боюсь добавлять еще. Не знаю, надо фарш добавлять воды, не надо. Сейчас, наверное, здесь все в шоке, что я вообще тут готовлю хушуры. Еще фартук надела. Я хотела сначала с той стороны машины снимать. Я там себе такое местечко приготовила, но они включили музыку. Как музыка мне, честно говоря, будет мешать. Так, 3 сделали пока. Ну, кстати, неплохо получается, лучше, чем раньше. Здесь сейчас сделаю. Сейчас я смажу их маслом чуть-чуть. Я не знаю, сколько у меня граммовка. Я так, в принципе, делаю на обум. Тесто у меня получается, что толстовато. Но тонковато я пока еще не могу делать. У меня не получится тонковатое тесто, что оно будет все в дырочку. Значит, как я залепливаю? Мне удобно перекладывать на правую руку и левой залепливать. Делаем защип, и как бы мы тут защипываем. И фарш мы подталкиваем вовнутрь. В принципе, у меня вот такой щипок получается. Думаю, что я хорошо защипываю тесто. Не должно ничего просочиться. Вот видите? И теперь мы сплющиваем его. Мы сегодня здесь будем ночевать. Это комары кусаются, мы уже вроде попшикались. То же место, которое я снимала шорт с протока реки Тул. Что мы поздно поехали, решили далеко не ехать. Народу очень много. Все с палатками. Я так думаю, что половина-то здесь и останется. Ну что ты делаешь? Хушуры. Хочешь хушур? Такое тесто. А ты ж ел Что? хушур. Это тесто я ел. Ты ел и с мясом. Покажи поближе. Вот видите, я как бы кручу. Все, жидкость попала. Я неудачно начала показывать. Так, ну у меня если что мука есть. Сейчас я вот так сделаю. Ты кусую делаешь? Хушуры. Вчерашние? Ну, сегодняшние новенькие. Когда я первый раз делала, у меня почему-то там вот воздух, когда я вот приплющивала, скалка раскатывала, у меня они лопались. Я также пирожки леплю. Я когда делаю пирожки, я скалкой вообще практически не работаю. Я все руками. Но я вот и начинки хочу поменьше класть, чтобы у меня получше получалось. А потом с опытом у меня все это, конечно, придет. Женя ест сырое тесто. У нас в семье тесто сырое ест Женя и я. Остальные члены семьи у нас его не воспринимают. Смазываем немного маслом. Так. Не знаю, сколько начинки надо. Все у меня по наитию. Побольше надо, поменьше. Конечно, это мне придет с опытом. И тесто будет потоньше. Вот видите, поменьше, да, и у меня сразу начинка не вылазит, и у меня хорошо залепливается. Какая дырочка красивая в серединке получается. Это как буза. Так, все, давайте, хватит. Сейчас будем их жарить. Будем смотреть, что у меня получилось. Паш, я пока сейчас уберу. Скалку смажем. В соседней машине, вот рядом, слева, она прям рядом стоит. Они там, наверное, в шоке скажут, что? Что она делает? Все, начинаем приминать. И потихоньку я раскатываю. Я вижу, что у меня теста много, но надо теста поменьше. Видите, надувается пузырик. Думаю, что больше сильнее не буду раскатывать.
В принципе, даже немножко видно фарш. Вот у меня тесто, видите, немножко порвалось. Но это ничего страшного, как я уже поняла. Пока так будем делать. Знаете, осетинские пироги. Тоже так делаешь. Делаешь лепешку, тесто раскатываешь и кладешь туда начинку и вот так раскатываешь потом. Слов считается. Буду ногой держать. Что я добавила в фарш? Я добавила, как обычно, соль, перец. Добавила лук репчатый, добавила зеленый лук и чеснок выдавила. Все, больше у меня там ничего нету. Так, надо ставить сейчас масло разогреваться. Вот, видите, сразу раз, тесто расползлось. Я такое не буду жарить. И вот так у меня было в начале. Я его уберу, некрасивый такой, не хочу. Фу, комаров да сколько. Вот расползается вот у меня, значит, я здесь плохо защипываю. Ладно. С опытом, я думаю, у меня все это придет. Джиджиге. Все, вот у меня здесь расползается, и мне начинает это раздражать. Так, я сейчас это... Я его тоже пока уберу. Вот испортила сколько уже. Ушуры, они должны быть тоненькие. Я представляю, так кто посмотрит, скажет: боже мой, Настя, ты вообще умеешь что-то с тестом делать? Но я все делаю. Пельмени покупные мы не едим. Я делаю пельмени, вареники, манты, все, что хочешь. Хинкали, пироги, пирожки. Все сама делаю. Блины. Вот с ушурами немного у меня пока не складывается. Так, масло наливаем много. Надо, чтобы они плавали в масле. Все, ждем, пока масло нагреется. Женя мне тут опять слямзил тесто. Я его оставляла на проверку, разогрелось масло у нас или нет. Не жарится, да? Сейчас подождем, значит. Пока у меня разогревается масло, я еще полеплю кайхушуров, что я буду сидеть просто так. Потому что ветер дует, у меня нету никаких сделать, чтобы стенки боковые. Поэтому подождем. Честно говоря, не подумала этот момент, надо было масло поставить пораньше раскрывать. У меня получается, смотрите, что я палец засунула, да, и как бы вокруг пальца я закручиваю. Женя, аккуратно, здесь масло. Потом вытаскиваю. Раз. Так, ну что, давайте первый хушур опускаю. Дома я когда жарила, я 2 кидала, но сейчас 2 не хочу кидать, потому что масло не сильно разогретое. Мудрим мы. Спустили мы плиту ниже на землю. Пытаемся тут от ветра как-то ее закрыть. Так, ну немножко процесс как будто бы пошел лучше. Пока нажарю, мы уже с голоду умрем. Так. А, на багажнике. Вообще масла должно быть еще больше, чтобы они у меня как бы в этом плавали масле. Вот видите, наверное, не видно. Вот здесь я что-то скинула ее, здесь мясо, кусочек. И оно не брызгает ничего. Я еще тут крышку от плиты взяла, вот так растопырила и как бы прикрыла. Получается, что ветер стал меньше у меня на газ. И получается хорошо, пока жарится. Смотрим. Будут такие не подрумяненные у меня сюда. Стеф, ты чё? Стефа чихает. Стефа, будь здорова. Думаю, что этот прожарился. Сейчас попробуем. Пока у меня жарится. Давайте попробуем. Хочешь? Такие хрустящие получились. Теста мало. Ой, начинки мало. Мама, очень так вкусно пахнет. Да у меня сын почти. На. Не. Укуси вот тут. Вот эту? Угу.
кусай. Вкусно. Ну, вкуснятина. Стоп, а сама? Пускай они с изъянами. Мама, а там мясо? О, Мгм. я откусил все. Я могу кушать есть мясо. Конечно. Давайте чай попьем. Так, волосок тут. Кладем, смотрите, вот этот, который много мяса. В принципе, видите, оно даже не брызгает. Так, что-то у нас тут плавает. Чуть-чуть добавила масла и все. И съели вот эти мозги. Огонь что-то еле-еле. Баллон новый поставили. Очень плохо жарит. Ай, кто это тут? О, вот сейчас лучше поджаривается. Все, мы баллон поменяли. Баллон вроде был полный, а что-то еле-еле жарим. Поставили другой баллон газовый. Вроде стал получше жариться. Смотрите, кладу с мясом. Даже он сейчас как-то забурлил, да? Ну, отлично, вот так оно и должно жариться. И еще я поняла, что надо сильно их не зажаривать, чтобы они такие были посочнее. В принципе, все. Больше я не буду на камеру снимать, потому что, честно говоря, неудобно. Уже и темно, комары летят. Вот такие вот у меня хушурчики получились. Это называется дугуй хушур. Ну, не все так, конечно, печально. Я думаю, как я уже говорила, что чем больше я буду практиковаться, тем будет у меня лучше получаться. Вот, я сейчас чай попью, один съем. И немножко осталось долеплю. Может, у вас есть конкретные рекомендации для меня? Я все прочитаю, естественно, как всегда, отвечу и возьму себе на заметку. Все, всем приятного аппетита, кто кушает и смотрит меня. Всем пока!